Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на судьбу, на ближайшее будущее. О чем важно знать сейчас и о чем спешат вам, может быть, поведать, а может быть, передать высшие силы, карты Таро, оракулы. В общем, все, что связано с миром магии, эзотерики, мистики и абстрактного. Настраивайтесь на себя, на свою жизненную ситуацию в любой сфере жизни, в любви, отношениях, на работе, в карьере, в самореализации. И давайте посмотрим, о чем хотят сообщить вам высшие силы. Для кого-то это ангелы-хранители, для кого-то это духи, для кого-то это, может быть, те люди, которые уже ушли в мир иной. Ну, давайте смотреть. Сегодня такая необычная комбинация, где будут работать оракул, темный такой оракул, а с другой стороны будет работать карты Таро, которые пропитаны энергией отношений, роз, да, ну и чувств, возможно, где-то. Итак, давайте перевернем наши часы. Вы будете созерцать, как горит свеча и как истекает время. Начнем. Первый месседж у нас. Первый месседж выпадает пьянство. Пьянство – это такой сигнал, когда есть какие-то зависимости, как минимум. Возможно, существует какой-то не лучший период в жизни, и, возможно, есть какие-то энергетические пробои на уровне 4 чакры. Это обычно сердечная чакра, и обычно это само собой 4 чакра сердечная, да, а обычно это лярвы, да, то есть, возможно, вы терзаетесь какими-то угрызениями совести, чувством вины, не можете преодолеть какой-то болезненный порог. И знаете как, у меня вообще такое ощущение, что вы просто теряете время, да, вот такое есть ощущение, что такой вот некий сигнал, да, мы пока смотрим вашу ситуацию, пока что. Дальше есть маска, то есть вы пытаетесь во всем этом процессе, да, с учетом этой карты или без учета, пытаетесь разобраться в какой-то правде или неправде. Пытаетесь открыть какую-то нужную вам информацию. Пытаетесь понять, искренен ли с вами человек и что скрывается за этой ситуацией или за поведением конкретного человека в конкретной ситуации. Может быть, вы не знаете, кто за вас, кто против, но, в общем, есть некие маски в вашей ситуации, и вы к этой ситуации как бы с масками, вы привязаны, да? То есть пьянство – это связь. Причем привязаны вы не очень комфортно вам в этой связи. Может, вам и кажется, что вам комфортно в этой связи, но до конца вы не понимаете, правда или ложь, да, и, соответственно, выходит так, что некая связь заставляет вас задуматься, а правда ли это в конечном итоге или нет. Дальше Таро. Таро, гадаете на Таро, да, интересуетесь миром магии, эзотерики, мистики. И карты говорят, что, возможно, карты Таро сейчас занимают большое количество вашего внимания. На данный момент вы пытаетесь через этот эгрегор узнать, правда это или нет. Да? То есть гадайте на конкретную ситуацию, на конкретного человека, обстоятельства, на будущее, да, может быть, какие-то ищите советы, подсказки, инсайты, и карты Таро нам дадут. Здесь будут они, как бы мы к ним будем обращаться и спрашивать. Дальше, возможно, вы пытаетесь что-то защитить в этой ситуации. Может быть, свои интересы, может быть, свою правду отстоять. Может быть, вас кто-то задел за сердце, за живое, да, и вы теперь страдаете этим процессом, да, страдаете этим задетым состоянием, пребываете в нем. Но, тем не менее, вам нужно что-то защищать и отстаивать.
Талисманы, амулеты, они всегда о защите, о помощи. Поэтому вы как бы нуждаетесь в поддержке в некой. Может быть, со стороны, может, вам своей энергии не хватает, да, в этой ситуации вы ищете, допустим, защиту или в обереге, в талисмане, или в ком-то, да, то есть со стороны. Но, тем не менее, вам как будто бы не хватает сил. Пьянство, оно всегда требует, да, сам процесс этот, он требует большого количества энергии, сжигания энергии, сжигания жиров, сжигания нервных клеток и так далее, да, ну, то есть жизненных сил, да. И просто вам нужна поддержка, защита. И вы эту поддержку, защиту можете искать где угодно, в том числе даже в картах Таро. Можно, возможно, в каких-то фантазиях, каких-то вымыслах, домыслах, да, догадках, предположениях. Все это является частью вашего мира, который так или иначе защищает вас в какой-то конкретной ситуации, где вам просто не хватает сил. Еще раз, пьянство – это не обязательно у вас какая-то проблема. Лично у вас просто может не хватать сил в связи с какой-то ситуацией. Она дискомфортна для вас. Якорь. Ну, с одной стороны, вы ищете стабильности. Ну, как бы вы стремитесь к этой стабильности, да. С другой стороны, у вас нестабильность, неправда, нечестность, ну, в общем, какие-то недопонимания, да. И вы хотели бы, чтобы, скорее всего, эта ситуация у вас прекратилась, остановилась. Или вы вышли из этой ситуации с каким-то пониманием, четкостью, ясностью и ощущением спокойствия и защищенности. Ну и последнее. Иглы часто о болезненных каких-то привязках, может быть, каких-то обрядах, ритуалах, в которых вы либо участвуете, либо чувствуете на себе, либо чувствуете на своем партнере. Обычно иглы, ну, эта карта, она ассоциируется с какими-то приворотами, какими-то прикрутками магического характера. Я бы сказал так, эта карта на будущее, она связана с прошлым, да, она, ну, а это и есть карта связи, пьянства, да. То есть, ну, по сути, как бы ситуация у вас, она как будто бы зациклена. То есть, ища выход из ситуации, вы вновь попадаете. То есть, вы не можете, по сути, ну, не можете закрыть какой-то гештальт, да, то есть, что это означает? То есть вы не можете закрыть процесс, который для вас является дискомфортным, болезненным, проблемным. В том числе это может быть и магическим, а может быть просто болезненным, как минимум в отношениях. Да, вот такое. Давайте посмотрим. Вот пьянство, карту, да, как месседж, мы рассмотрим с точки зрения зависимостей, ну, негативных зависимостей. Да, вот от чего вы зависите реально в негативном контексте, и от этого желательно избавиться. Ну, пьянство, согласитесь, не самый лучший аспект зависимости человеческой, да. Ну, и может быть это не обязательно пьянство, может быть это, допустим, алкоголь и табакокурение, например, или какие-то вещества, или поедание еды, или какая-то вредная привычка, которая вас истощает. Давайте посмотрим, от чего стоит защищаться. Вам, знаете, больше всего нужно защищаться от расчета на того человека, то есть на постороннего человека. И, кстати, часы. То есть вам нужно защищаться от того, что вы рассчитываете на кого-то в конкретной ситуации, но не на себя. То есть, не проявляя какой-то инициативы лично и уходя в какое-то пассивное состояние, вы попадаете в эту негативную зависимость. То есть, у вас, по сути, зависимость от пассивности какой-то, да, по сути. От чего нужно избавляться? От пассивной позиции в какой-то конкретной ситуации. Хорошо, давайте разбираться здесь. Маски. Какая-то вот эта вот неправда. Где прячется маска в вашей ситуации? Или в чем прячется маска в вашей ситуации? В вашей ситуации маски прячутся в рыцаре кубков. Рыцарь кубков обычно это тот человек, который проявляет к вам чувства. Соответственно, у вас маски либо с мужчиной, с которым есть отношения, либо с женщиной, с которой есть отношения. В любом случае с вами не искренен тот человек, с которым с вами в отношениях. Окей? Окей. Давайте сразу же карты Таро. Вот давайте спросим.
В чем суть неискренности того человека, который находится с вами в отношениях? Двойка кубков, он не искренен в чувствах и в любви, к сожалению. Да, где эта неискренность? Ну, это уже отдельный разговор, мы спросили у карт, карты нам дали подсказку двойка кубков. То есть, как минимум, это либо его чувства, либо это любовь. А какие у него чувства? Ну, это уже второй вопрос, да. Хорошо, давайте аспект защиты. Давайте посмотрим, что стоит защищать в конкретной ситуации. Ну, здесь смотрите, если вы понимаете, что нужно защищать власть и мужчину, то да. Ну, если у вас такая ситуация. С другой стороны, возможно, нужно защищать свои интересы и свою власть над ситуацией. Почему? Потому что император – это всегда форма власти, оформившись. Это материальное что-то. Поэтому вам первое, что нужно защищать, всегда это мужчина. Но если вы понимаете, что здесь мужчину защищать не нужно, тогда вам нужно защищать свои интересы, свои финансовые интересы, свою власть, свое влияние, свой авторитет, свою позицию. Окей? Услышали? Якорь. Давайте просто спросим, что должно прекратиться и остановиться. Потому что якорь здесь у меня как некий такой символ прекращения чего-то. Вот карты как бы светят вам, да, о некой остановке. Это, кстати, карта тоже об остановке. У вас действительно десятка мечей, и у вас должно что-то прекратиться, связанное особенно с мужчиной. То есть, что именно должно прекратиться? Должен прекратиться конец или окончание. То есть, должен быть положен конец какому-то вопросу, связанному с мужчиной. Вот он идет. С другой стороны, если вы гадаете не на отношения, то что должно прекратиться? А прекратиться должно то, что в вашей жизни не заканчивается. Помните, я говорил, да? Связь как будто бы по кругу. И это то, что не заканчивается в вашей жизни, оно причиняет вам проблемы, болезненные ситуации, конфликтные ситуации, критические ситуации и, может быть, какие-то качели в области отношений. Особенно если в этих отношениях есть проблемы магического характера, это должно у вас прекратиться, этому нужно положить конец. Карты так подсказывают. Хорошо, есть иглы, к чему или кому у вас есть болезненная привязка или болезненная связь, с кем у вас? У вас болезненная связь с мужчиной, который имеет над вами власть. Это может быть просто человек в отношениях, а может быть начальник. Вот с ним у вас есть некая проблема. Этот мужчина, не может вас отпустить, не знает, что с вами делать, и сам не знает, что с этим делать. Не только с вами, но и с собой, и с этой ситуацией. Вот такая вот карта. Окей, давайте теперь пройдемся немножечко знаками, да. Вот ваше вот это вот полагание не на себя. Ну, давайте, как вам выходить из этой ситуации, да? Какой способ вашего решения конкретной ситуации? Способ. Ваш способ. Да? То есть вы будете выходить. Да? Вот мы проверяем эту вертикаль. То есть ваш независимый способ выхода из конкретной ситуации. Вот так. Ну, смотрите, здесь есть привязка. Но тут нужно понимать, учитывая то, что здесь априори заложена зависимость и привязка, то вам нужно делать отвязку. То есть вам надо развязывать эту ситуацию. То есть на магическом уровне есть даже обряд такой, отвязка. А на физическом уровне вам просто нужно разрывать, разрезать, или сжигать мосты, условно говоря, да, понимаете? Окей. Хорошо, интересно. Хорошо, рыцарь кубков. Да, вот как бы мы услышали месседж, что карты подсказывают, что человек не искренен, да, в своих чувствах. Давайте посмотрим, как это проявляется и в чем он там не искренен.
Давайте так скажу. Кто бы это ни был, мужчина это или женщина, но он не искренен в отношении вашего статуса, это раз. То есть, если он говорит, что ты у меня номер один, или ты у меня самый первый, самый главный, нифига подобного. Ну, и он может быть неискренен, вот, допустим, в отношении красоты, внешности и так далее. Вот эти вот моменты здесь четко прослеживаются. Здесь и статус, и внешность всегда. Также он может, этот человек, быть неискренен в отношении денег и своей собственной позиции по отношению к этим деньгам. Поэтому будьте осторожны, да, потому что часто чувства конкретного человека и отношения крутятся вокруг финансов, и там человек может быть и неискренен, здесь идет как предупреждение. Хорошо. Если мы видим, что здесь в этой неискренности, здесь замешана еще любовь, да, давайте посмотрим, а что это, если это не та любовь, за которую он выдает, да, партнер или партнерша. Но если это не любовь, то это желание иметь силу, иметь ресурс, да, и иметь возможность управлять этим ресурсом сильнее, да, то есть это, допустим, стать сильнее, богаче, ну, или иметь влияние на ситуацию. То есть этот человек, скорее всего, таким образом влияет на ситуацию. Хорошо, тогда спросим, что в конечном итоге получает этот человек. Ну, здесь он либо гонит от себя, да, вас, ну, как партнера, либо, наоборот, не дает вам уйти, как партнерша, да, понимаете. Ну, например, манипулирует, доводит до какого-то состояния эмоционального, может, до слез, до истерики или до ступора, ну, и таким образом влияет, да. Может ли здесь быть газлайтер? В принципе, да. Может ли здесь быть токсичный человек? Тоже да. И здесь не важно, кто здесь может быть, и мужчина, и женщина со стороны. Да. Давайте посмотрим, вот что именно конкретно должно прекратиться в вашей жизни. Да? Ну, во-первых, вам нужно прекратить винить себя, это я вам сразу скажу. Видеть виновником всего в себе, то есть не всегда вся вина в вас. Обычно это 50/50, это идеально, когда 50/50, но оно так и есть всегда. Но иногда мы становимся целиком заложником своей ситуации, но вам нужно прекратить винить себя, и вам нужно прекратить зеркальную магию или зеркальное энергетическое влияние. Как вам больше нравится? Потому что кому не нравится слово магия, можете сказать зеркальное энергетическое влияние. Поэтому отзеркаливание вам нужно прекратить. И воздействие зеркала, зеркальной магии и воздействие собственной вины на ситуацию должно прекратиться. Чем раньше, тем лучше в вашей ситуации. Хорошо. Какие планы у загаданного мужчины, именно мужчины, по отношению к вам? Или как они выглядят? Этот мужчина будет делать все, чтобы энергия, которая касается его материального мира, взаимодействовала с энергией вашего материального мира. О чем это говорит? То есть этот человек не собирается на материальном уровне расторгать с вами связь, сделку, финансовые отношения. Ему выгодны эти отношения, и, возможно, таким образом он получает либо деньги, либо энергию. Тут уже смотрите по своей ситуации. Хорошо, если вы вдруг решитесь на отвязку, да, разорвать какую-то связь, проверяем эту вертикаль, так к чему она приведет? Но она вас приведет, возможно, к ясности ума, ну и, скорее всего, прежде всего, она вас приведет к ясности ума, к свободе, к независимости, к утверждению вашей позиции и, возможно, к новому мужчине, если вы отвязываетесь от предыдущего и идете к какому-то новому. То есть, возможно, появится у вас новый мужчина, водолей, воздушные стихии, водолей, близнец, но это чистый водолей, может быть близнец и может быть и весы. Окей, хорошо. Он вас любит или манипулирует?
загаданный человек. Опять-таки, это может быть и мужчина, и женщина. Но здесь ближе всего Водолей. Водолей, Весы и Близнец. Это может быть смешанные чувства. Здесь дурак, а в дураке можете найти что-то свое. То есть, если вы считаете, что он или она держит вас за дурака, и вы это чувствуете, то да, таки оно есть. Но если вы чувствуете, что там есть и любовь, и манипуляция, это точно так же может быть. В принципе, обычно карта непредсказуемая, и здесь, знаете, как можно в этой карте найти абсолютно все. Поэтому любит или манипулирует? И любит, и манипулирует. У меня здесь такое ощущение. И вы это знаете, скорее всего. Какая сила воздействует на ваши отношения, на вашу любовь? Давайте так скажем. Какая сила воздействует на вашу любовь? Такая сила треугольника на самом деле, тройка кубков. То есть на вашу любовь, на ваши отношения, на ваши чувства, планы и действия совместные воздействует сила треугольника. Может ли это быть магия по кубкам? Вполне, но мы сейчас пока не делаем разрез, магических влияний. Но имейте в виду, именно сила 3 кубков. А сила 3 кубков – это чистый классический треугольник. Хорошо, что будет, если вы решите расстаться? Что будет, если вы решите расстаться? Если вы решите расстаться, королева жезлов, вы возьмете ситуацию в свои руки. И неважно, кто вы, мужчина или женщина, но особенно актуально для мужчин огненной стихии, вот он, для мужчин тельцов и для мужчин овнов. Для женщин, особенно овны, вы ничего не теряете, если расстаетесь, и для женщин, которые львы и которые стрельцы. Ну и если вы, мужчина, хотите расстаться с женщиной огненной стихии, а женщина хотите расстаться с императором, то тоже вы практически ничего не теряете. Вы берете ситуацию под контроль. Зеркальная магия, которая должна остановиться. Вот если вы ее прекращаете, что вы получаете взамен? Ну, этот аркан я вам переводить не буду. 6-й аркан влюбленная. А как вы его себе истолкуете, решайте сами. Сила подклада. На что и как она влияет в вашей ситуации? Сила подклада влияет в вашей ситуации на конфликтность. То есть вы как минимум конфликтуете с окружающими. Это как минимум. Ну и как максимум у вас, внутри вас находится конфликт, да, то есть вы его проживаете постоянно, и благодаря этому конфликту вы крутитесь по кругу и не можете завершить начатое. Допустим, вот эти 2 карты, да, прожить. Окей. Король мечей пришел в вашу жизнь. Для чего? Для какой цели? Для дружбы, для помощи, для поддержки и для правды. Это очень хорошая карта. Для того, чтобы остаться с вами. Хаос в вашей жизни, если закончится или когда-то закончится, то если закончится, то чем, и когда, да, чем и когда. Хаос в вашей жизни закончится с спокойным сном, спокойной ночью. Вот когда вы стабилизируете свой сон, тогда закончится ваш хаос. С другой стороны, ваш сон ознаменует окончание, ваш здоровый сон ознаменует окончание хаоса в вашей жизни. А может ли здесь быть тонкий намек, что есть некие астральные влияния и подключки на вас, в принципе, да, если в вашей жизни творится хаос, особенно в отношениях, или вообще просто хаос, да, который вы не можете контролировать. 3 кубков. Давайте так, будете ли вы вместе с загаданным человеком, несмотря на то, что здесь есть энергия треугольника. Мы ее можем пока не рассматривать, мы здесь просто смотрим сомнительные энергии и как результат, будете ли вы вместе.
Ну, видите, вы прямо падает вам соперница на треугольник. Да, при условии, если вы примете вызов от соперницы, проживете конкуренцию с соперницей и выиграете у соперницы энергетическую какую-то борьбу, да, допустим, так скажем. Какие энергии управляют вашей ситуацией прямо сейчас? Ну, или какие энергии, может быть, вы контролируете? У меня такое ощущение, что вами вот управляет именно энергия выжидания, пассивная энергия. То есть вам как минимум мало энергии, вы мало контролируете энергии, желательно было бы, чтобы их было больше, но по сути вы в состоянии выжидания, вы в пассивной, не самой выгодной позиции. То есть вы проигрываете возможности, время. Слышите, вы проигрываете время. Поэтому, услышьте этот месседж зачем-то. Да? Влюбленные. Место в вашей жизни место любви. Вообще, как оно есть, или вообще, как оно выглядит. Да? Здесь оморочка выпадает. То есть, для того, чтобы в вашей жизни появилась любовь, и вообще место для этой любви, убирайте вот эти вот карты и вообще все влияние, которое может быть не самым позитивным. Пятерка жезлов, урегулирование внутреннего конфликта. Урегулирование вашего внутреннего конфликта зависит от точки зрения на свою ситуацию, от самооценки и от вашего эго. Если все три аспекта в этой ситуации будут у вас гармонично сосуществовать, то тогда, соответственно, внутреннего конфликта у вас не будет. Давайте посмотрим, что приходит, что уходит и чем сердце успокоится. Что приходит в вашу жизнь? Приходит в вашу жизнь черная вдова. Черная вдова – это темная энергия, которая связана, возможно, с кладбищем и, возможно, с прошлым, возможно, с прощанием, с тем, что должно уже, вы должны отпустить. Поэтому черная вдова здесь не обязательно посторонний человек, который несет на себе кладбищенскую энергию. Нет, но это энергия, от которой стоит избавляться. И приходит, возможно, время положить край вот этим темным энергиям, да, в своей жизни. Пока такой месседж. Что уходит? Уходит потеря энергии. Уходит вспыльчивость, уходит внутренний конфликт, о котором мы говорили. Возможно, это эго, это решение потратить энергию, возможности и ресурсы на себя. Наконец-то. Особенно, если вы всю жизнь отдавали эту энергию кому-то, а на себя ее не направляли. Это в том числе и финансовая энергия. То есть пришло время позаботиться о себе. Помните, да, мы от этой карты уходили с вами. Отталкивались. Чем сердце ваше успокоится? Ваше сердце может успокоиться состоянием марионетки. Но здесь я ее вижу как освобождение от того, что вас привязывает и заставляет ходить по кругу под чужие энергии, ритмы, мелодии, планы, графики, стили. Где-то вы обязаны, ваше сердце обязано успокоиться тем, что вы обретете свою независимую интерпретацию своей игры. И, возможно, станете и режиссером, и постановщиком своего процесса не марионеточной жизни. А в каком аспекте решать именно вам? Оставайтесь на связі, все буде добре, лишайтесь на зв'язку, до зустрічі, побачимось, почуємось, па-па.